Добрый вечер, дорогие друзья. Будем потихоньку начинать наш прямой эфир. Давайте подождем, пока подключатся те, кто регистрировался, те, кто ждал. Так, добрый вечер. Добрый вечер. Дайте мне, пожалуйста, знать, те, что присоединяются, меня слышно, видно, чтобы я знала точно, что мы с вами на связи. Так, вижу смайлик. Оленька, здравствуй, рада тебя видеть. Добрый вечер. Так, судя по тому, что вы мне отвечаете, сердечки шлете, значит, вы меня слышите, вы меня видите. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Все, будем потихонечку присоединяться. Так, я рада нас здесь всех видеть. И я счастлива, потому что у меня сегодня таких два события. С одной стороны, я сегодня запустила курс по атмологии, и я к нему шла 15 лет. Это некий синтез всего того, чему я научилась, всего тому, чего я вынесла из своей личной жизни, из своей практической деятельности, профессиональной деятельности, из всего того багажа, который там за моей спиной. И сегодня же старт этой нашей программы, потому что уже точно так же много лет я рассказываю о том, что нужно давать людям инструменты, нужно давать людям возможности, чтобы они работали с собой сами. И я пыталась запустить курс самопомощи, и это был курс стационарный. И оказалось, что все достаточно проблематично, потому что люди, время, все эти домашние задания, то есть это, скорее всего, просто было еще одно обучение. Еще одно было обучение, и наверняка наша перспектива у многих развиваться, учиться, чего-то добирать, вот этот вот формат онлайн-обучения, вот этот вот формат онлайн-общения. И я рассказывала тогда, да, про то, почему я это сделала и почему я хотела это делать. Я сегодня об этом расскажу. И для того, чтобы мы с вами куда-то пошли дальше, я хочу, чтобы мы познакомились. Но не знаю, насколько нам нужно знакомиться. Я сейчас скорее вас попрошу, чтобы вы написали единичку, троечку или пятерочку. Так мы сможем с вами понять, кто из вас здесь вообще меня не знает. Не единичку, давайте так, 0 будет, вы вообще меня не знаете. Вы сейчас пришли по рекламе, вам была интересна тема, может быть, кто-то из ваших друзей и подруг позвал. Это 0, это значит, что вы меня видите, слышите буквально первый раз. Троечка — это значит, что вы меня где-то читали, вы меня где-то видели на ютубе, вы от кого-то что-то про меня слышали, может быть, какие-то статьи смотрели, может быть, в соцсетях где-то за мной следили. И пятерка — это значит, что мы с вами как-то контактировали, или физически, или на каких-то онлайн-проектах, или вы там в записи уже что-то смотрели, мой студент, мой ученик. Так я буду понимать, с какой аудиторией я сегодня общаюсь, с какой аудиторией, какая аудитория здесь, и от этого будет немножко зависеть, как много я буду рассказывать той или другой информации. Поэтому буду вам благодарна. Напишите сейчас 0, если вы меня вообще не знаете, видите первый раз. Троечку, если вы обо мне хоть что-то знаете, где-то немножко читаете что-то. И пятерку, если мы с вами уже как-то проходили и связывались, работали физически или в режиме онлайн. Так, вижу, есть разное чего, есть пятерочки. Спасибо большое, рада всех видеть наших, рада всех тех, с кем мы с вами общаемся. Пятерки, но все-таки видела там нолик. Я смотрю, что люди прибывают, сейчас у нас 370 человек, но есть те, кто не знают. Троечка, хорошо. Так, хорошо, давайте тогда, да, уже знакомы многим, спасибо большое, спасибо. Так, давайте тогда в любом случае я немножко представлюсь. Добрый вечер из Санкт-Петербурга. Меня зовут Ищенко Ирина, и я специалист по улучшению качества жизни. Сегодня я скорее представляюсь, что я философ-практик,
потому что все, чем я сегодня занимаюсь, это помогаю людям улучшать качество их жизни и менять их судьбу. И инструменты, которые я использую, они отчасти основой своей лежат в области классической психологии и психотерапии, потому что, на мой взгляд, эта наука сегодня себя очень хорошо зарекомендовала, она достаточно фундаментальные техники дает по понятию структуры личности, характера нашего, да, как мы там сконструированы. На эту базу я интегрировала много техник из духовности, из эзотерики, из шаманизма. И смотрю на это все через призму квантовой психологии, через призму квантовой физики. И вот этот синтез, вот эта вот синергия Востока и Запада, науки и духовности, на мой взгляд, единственный подход на сегодняшний день, который может дать нам что-то, где мы будем понимать о структуре человека. То есть с одной стороны такие естественные науки, а с другой стороны науки доказуемые, это математика, это физика, потому что сегодня они, на мой взгляд, математика лучше всего может объяснить вообще, как состоит наш мир. И только при вот этом синтезе, при соединении вот этих знаний мы можем больше-меньше видеть какую-то объективную картину. На мой взгляд, сегодня ни одна отдельная дисциплина не может раскрыть всей структуры бытия. Ни одна религия, ни один духовный практик, ничего отдельно взятое из того, что существовало раньше, по крайней мере, из тех знаний, которые доступны мне, не дают полной открытой темы. Там, да, где-то даосизм дает какую-то относительно полную картину мира, где-то ведические какие-то знания дают что-то отдельное, психология, как я сказала, дает что-то про структуру личности, физика про то, как это устроено, но соединить это все в какую-то общую философскую призму, на мой взгляд, я не вижу альтернатив каких-то сейчас в тех системах знаний, опять же, повторяюсь, которые доступны мне на русском языке и в тех источниках, с которыми я пользуюсь. И поэтому я начинала как классический психолог. После того, когда получила это медицинское образование, получила педагогическое образование, они были неприкладные, была перестройка, были достаточно сложные времена, когда просто нужно было зарабатывать, и быть госслужащим было невыгодно и невозможно. Поэтому второе образование мое было психологическим. Начинала я как психолог. Потом я увидела, что нужно углубляться дальше. Я пошла и получила хорошие настройки психотерапевтические. Я училась у немцев, я училась у французов, я училась у австрийцев, я училась, наверное, у лучших специалистов России, которые есть, в тех сферах, куда я обращалась. Потом я видела, что этого недостаточно, я стала заниматься духовностью, я интегрировала какие-то техники из эзотерики, из духовности в свою работу, я занималась регрессом, я занималась много чем, пока поняла, что все эти техники работают, и ни одна из них не исцеляет структуру личности целиком, ни одна из них не работает с полной картиной. Потому что если вы придете с любой проблемой, которая у вас волнует, придете к психологу, он вам расскажет, что вот у вас характер такой, вот у вас такие деструктивные системные убеждения, и он будет прав. Придете вы к коучу, он скажет, что вы не можете планировать свое время, вы не можете дисциплинироваться, вы не можете к своей цели идти там определенными шагами, у вас там что-то с дисциплинарной практикой, он будет прав. Придете вы к психотерапевту, он вам найдет детскую травму. Придете вы к расстановщику, вам увидят обязательно каких-то незавершенных, незакрытых много историй в вашей родовой системе. Придете к регрессологу, регрессолог скажет о том, что у вас не очищена карма и найдет вам массу историй, и это тоже будет правда. Пойдете к остеопату, остеопат скажет, что у вас как-то позвоночник не там стоит, как-то печень выпирает, где-то чего-то, перекос какой-то, из этого энергии текут не так. И он будет прав. И точно так же вы придете к любому специалисту, он найдет там у вас что-то, будет это чинить, он будет прав, потому что, понимаете, мы бы не ели свой хлеб, если бы мы не были в этих эффективные, скажем так, да, в своих инструментах, но при этом никто не видит структуру целиком.
А я вам по истечению, а у меня сегодня около 12 тысяч клиентов, скажу абсолютно, ну, я отвечаю за свои слова, что любая проблема, заявленная вами, имеет 4 уровня одномоментно, на которых проблема находится. Это ваша внутренняя структура, то есть вот эти все ваши качества, характер, какие-то ваши «я», вот эти вот «я», знаете, в любой проблеме возьмите, это «я» боится, это «я» надеется, это «я» осуждает, там себя же говорит, что не получится, это «я», которая злится на то, что надеется, потому что сейчас надо заниматься чем-то другим, то есть у вас там целый консилиум вот этих «я» в отношении абсолютно любой темы. Второй уровень – это опыт вашей текущей жизни, как вы сталкивались с людьми, как вы с ними контактировали, как вас воспитывали родители, как вас зачинали, как вы рождались, то есть это что-то, что находится в опыте вашей текущей жизни. Следующий уровень – это родовая история, и это не одна какая-то история, не одна какая-то прабабушка, это система конденсированного опыта, которая влияет на вас в контексте вашей темы, и это опыт реинкарнационный. Если здесь есть люди, которые отрицают наличие кармы, отрицают наличие того, что вы уже где-то были в других телах, в других воплощениях, и у вас там есть какие-то свои истории, которые как раз и привели к этой родовой системе, где вы отзеркалили, где вы получили свое тело, вспомнили свои программы, да, и двигаетесь дальше развиваться. Можете просто смотреть на этот уровень как на более глубокий системный уровень, на уровень нашего коллективного бессознательного. У Юнга, последователя Фрейда и отдельного, да, такого большого специалиста, который ввел вообще в психологии понятие коллективного бессознательного, есть такая часть знаний, что мы с вами соединены с этим коллективным бессознательным, и по какой-то причине каждый из нас больше связан с одним или с другим опытом. Поэтому можно на это и так смотреть. От этого ничего не меняется, скорее просто объясняется, что есть еще один более глубокий системный уровень. Мы его называем реинкарнационным, так, чтобы было понятно, о чем идет речь. И вот здесь мы с вами попадаем в плен определенный, что или нам нужны все эти специалисты, которые будут по очереди, знаете, так отстреливать все эти ваши незакрытые гештальты, все эти ваши истории, для того, в надежде, что вы, очистив это, получите определенную свободу. И сегодня первый уровень внутриличностный, Люб, это внутри меня. Внутри меня есть много ир, даосы утверждают, что их 987 я скажу, что их еще больше, скорее 987 это вот этих вот отделов. Их легко услышать, если вы в какой-то проблеме, в каком-то затруднении начинаете писать свое мнение, и там будут разные «я», и там будут вот эти конфликты. Там элементарно, идти, не идти, надо, не надо, да, уже там были, то есть вот эти внутренние ваши диалоги, вот это и будет, да, запись останется здесь. И вот это внутренняя ваша часть. Так вот, вот здесь у меня было много очень вопросов к тому, что мне, как человеку, которого стал на этот путь для того, чтобы изменить свою судьбу, моим клиентам, которые сегодня уже, да, идут со мной, не хватит жизни, чтобы разгрести вот это все. И у меня был вопрос, неужели так тупо, простите, все задумано, что мы приходим исключительно для того, чтобы отгрести какую-то карму. Я, конечно, прошу прощения за сленг, но это как бы то, что шло изнутри, и то, что меня на тот момент очень волновало. Для меня это казалось каким-то все глупым, что я прихожу, как-то стоят планеты, прописаны какие-то матрицы, прописаны какие-то натальные карты, и любой хороший ясновидящий, да, с каким-то там третьим глазом может рассказать, что со мной будет в 20 лет, что со мной будет в 30 лет, что со мной будет в 40 лет. Вопрос: я что, прихожу сюда как чурка запрограммированный для того, чтобы пройти этот путь? Где у меня свобода? Могу ли я на что-то влиять? Мне нужно что, вечно ходить по каким-то специалистам и разгребать чего-то, чтобы моя жизнь была более легкой? И вот у меня, наверное, тогда был такой, знаете,
вызов вообще к конструкторам этой реальности, к тем, кто создал, если не эту Вселенную, то эту плотность, те, кто курирует человеческую жизнь, потому что было непонятно, зачем нам дан неокортекс, если наша жизнь от собачьей отличается, ну, только тем, что мы существо самоосознающее, и у нас вместо лап руки. Вот. И я шла в психологию, я шла в духовность, да, я была там и 15 лет вегетарианкой, и 9 лет моя жизнь содержала по 1,5 часа минимум в день медитативных практик. И мне казалось, что я просто бесконечно занимаюсь только тем, что я очищаюсь, и дна у этого нету. И, наверное, самое большое открытие для меня было, когда я познакомилась с шаманскими техниками, когда я начала работать с шаманами, и с шаманами, которые работают с растениями, учителями, которые скорее тебя учат духи, тебя учат структуры более высшего порядка, шаман тебя сопровождает в этом. И мне там скорее сказали, что я неправильно задаю вопросы, а я задавала вопросы так же, как задает практически каждый человек, когда у нас возникает проблема. И когда я просила вас записать ваши вопросы, записать ваши темы, да, то я читала или тема это я и деньги, я и отношения, я и реализация. Это тема, это не про что. Это, да, хочу больше денег, это наша цель коммунизм. Нужно формировать правильный запрос. А запрос это твое намерение, которое заявляется в это пространство, что конкретно в этой теме ты хочешь проработать. Да? Я хочу, чтобы денег приходило больше. Я хочу, чтобы я смог накапливать, да, деньги. Я хочу, чтобы они, да, чтобы накопить определенное количество денег для покупки вот этого. То есть нужно что-то более адресное, и когда приходят с проблемой, то большая часть людей говорит следующее: я хочу увидеть, что мне это показывает. Я хочу увидеть и осознать, понять, про что это для меня. Вслушайтесь в сам запрос. Человек хочет увидеть, что мне это показывает, с чем мне нужно работать, это тоже говорит каждый второй клиент, чтобы это ушло. То есть у нас с вами есть идея. Представьте наше поле жизни и представьте, что это поле, на этом поле растет какой-то сорняк. Да? Ну, условно мы можем назвать наши проблемы сорняком. И мы предполагаем, да, что у этого есть какие-то корни, и мы хотим с этими корнями разобраться для того, чтобы сорняк удалить. Какая у нас есть следующая идея? У нас есть идея, что если сорняка не будет, то оттуда сразу растут какие-то цветочки, клубничка, малинка, розочки, кто там чего уже хочет, даже, да, прелести какие-то. То есть у нас есть идея, и я сама много лет была в этой иллюзии, что убрав и расчистив что-то там за своей спиной, мы получаем с вами доступ сразу к счастью. Да? Счастье сразу должно привалить, завалить, ну, в лучшем случае там нужно поменять какое-то системное убеждение. И вот я, наверное, 12 лет занималась тем, что помогала людям очищать их системы. И меня интересовало, как это сделать эффективно, как это сделать быстро, как это сделать не за 100 лет, не за 30 лет, да, когда уже человек состарился и жизнь закончилась, а так, чтобы у него еще осталось время пожить. И сегодня я могу заявить со всей ответственностью, что у меня есть клиенты, у которых практически не читается ни карма, ни род, ни какие-то детские травмы. А зайчик, да, на тот момент, скажем так, не скакал, то есть мне было непонятно, все же расчистили, в чем вопрос. И проблема как таковая, вот она вроде как не болит, она вроде как трансформировалась, она вроде как с ней многое что произошло, но она и не ушла, она как бы не отцепилась. И вот там, в тех трипах, да, когда я общалась с духами, там, когда я пыталась найти эти ответы, мне сказали, что я неправильно задаю вопрос. И большая часть людей неправильно задает вопрос, потому что нужно спрашивать не что, не почему, а для чего. То есть, сейчас объясню. Пока мы думаем, что мы здесь для того, чтобы отработать карму и что-то очистить, мы только этим и занимаемся.
Приходят события, да, и мы начинаем через них какой-то там тренажерчик запускать для того, чтобы каким-то грейдером почистить родовую историю, кого-то упокоить, в карме чего-то вычистить, снова нырнуть в эту детскую травму, в которой там мы уже, да, крысиную нору огромную расчистили. И все, и вот так мы прожили и дальше идем. То есть практически никто не задает вопрос «для чего?». Знаете, когда человек говорит, я бы этого в жизни не делал, если бы меня жизнь не заставила. Я бы в жизни этим не занимался, если бы меня обстоятельства не заставили. Что это значит? Что у души есть какая-то задача к тебе, как у личности, чтобы ты развил некие качества, чтобы ты начал делать что-то, чего ты, судя по всему, не делаешь. А я уверяю вас, что если у нас не будет проблем, то мы, как правило, этим и не занимаемся, мы как раз этого и не делаем, то проблема, с одной стороны, действительно, там есть карма, род, под шумок и очищаем все это и достаем эти заблокированные энергии, служат нам такой тренинговой площадкой для того, чтобы мы там нарабатывали вот эти навыки, вот эти качества и делали то, чего бы мы без проблемы не делали. То есть, когда я стала в поле ставить, я работаю с полем, я работаю с энергоинформационной матрицей, мы через ридеров, через заместителей считываем эту информацию, то мы поняли, что практически любая проблема – это очная ставка личности и души. То есть есть некая субстанция, да, обычно это называют душой, которая пребывает вечно и которая посредством нашего физического тела чувствует, осознает, решает какие-то вопросы. Но так как наше тело, наш биоскафандр обладает сознанием, обладает умом, обладает мозгом, то есть личность, которая идентифицируется с телом, с этой жизнью, с этой плотностью, и вот по большому счету эту жизнь проживает личность. И личность сталкивается со своими жизненными проблемами, со своими жизненными ситуациями. Душе нужно, чтобы личность сейчас наработала вот эти вот качества, вот эти вот контуры, и держит очень часто проблему, потому что личность по-другому двигаться не будет. И как только мы задаем правильный вопрос, да, какую задачу решает сейчас моя душа посредством этой проблемы, и что я сейчас как личность должна осознать и услышать, чтобы начать сотрудничать, да, и развивать это сама, без проблемы, а через что-то другое, потому что вы же знаете, что мы можем различными способами развиваться, и если сейчас в этой зоне развития у меня есть перспектива, а я этого не делаю, а я сейчас вам немножко поясню, о чем я говорю, то тогда душа вынуждена эту площадку держать. Ну, например, человек очень воспитанный, очень тактичный, очень мягкий, и ним многие люди пользуются. И он встречает в своей жизни много проблем в связи с этим, он встречает в своей жизни много зеркал, это грубиянов, людей, которые пользуются другими, в частности ним, и тогда мы можем спросить, да, что это проблема, за что мне это все? Да, и вдруг может оказаться, что этот грубиян и есть ты из какой-то кармы, далекой кармы, где ты вот сам вот так вот шел по головам и людей пользовал. Вдруг может оказаться, что ты переплетен в своей родовой системе с какими-то жертвами, которые были так напуганы этой жизнью, которые не могли вообще за себя постоять, и которые жили тише будешь, дальше пройдешь, которые не высовывались, потому что высунешься, накажут, потому что скажешь, уволят, потому что и вы лояльны им, вы с ними переплетены, потому что оказывается, что где-то там вас поломал папа в раннем детстве, а в школе или в садике там еще что-то было, и вы можете вот это вечно ходить, да, но если вы сейчас посмотрите, какую задачку решает сейчас ваша душа, то вдруг окажется, что вам надо не становиться этим грубияном, не становиться вот таким же, а взять часть этого качества, наработать его в себе, чтобы теперь вот эту свою скромность, тактичность и умение
умение защитить себя, умение использовать труд других, умение выставлять свои границы и умение, да, пользоваться кем-то другим, стало чем-то, знаете, вот из кармы мы что-то привозим, из родовой системы что-то берем, а у нас грубиян наверняка там будет наш папа, который мы в себе отрицаем, зеркало, которое ко мне сейчас приходит в виде проблемы. Когда душа получает инструкцию к действию, а я вас уверяю, что для одного это будет кушать мясо, для другого бросить кушать мясо, для одного будет перестать материться, для другого начать материться, для третьего это будет одно, для четвертого будет другое, потому что если бы для всех одна и та же проблема вещала что-то одно, то мы бы уже все сейчас выучили психосоматику или составили вот такие таблички, и эти таблички у нас бы работали, понимаете? А они не работают. Почему не работают? Потому что для каждого из нас там что-то совсем другое. Так вот, когда я получила вот эту вот инструкцию, когда я стала спрашивать у пространства, у поля, да, для чего, чему я должна научиться, чему мне это учит, что я как личность сейчас должна услышать, что мне моя душа должна сейчас говорить, с чем я должна сейчас работать, чтобы я начала это делать без этой тренинговой площадки, без этой проблемы, не посредством проблемы, а посредством личного выбора и посредством личного развития, то вдруг оказалось, что очень легко можно решить практически каждый вопрос, очень легко можно решить многие задачки, потому что душа тогда как будто разрешает снять эти леса. Леса — это, знаете, когда вы строите дом, вы выставляете такие леса, или когда вы заливаете бетон, вы выставляете такие формы, вот эти тиски. И вот этими тисками как раз и являются наши детские травмы, род и карма. И если вы убрали эти тиски, то бетон уже, как правило, там застыл, верно? Если вы убрали эти леса, то дом уже ваш будет стоять. И внутри он стоит на вот этой внутриличностной архитектуре. И если начинается опять давление, да, меняется вот эта форма уже ваша закостеневшая, то, как правило, это для того, чтобы изменить вашу конфигурацию, чтобы сдвинуть нас с места, чтобы сдвинуть нас в зону развития тех задач души, для которых она здесь. Так вот, оказалось, что карму, род, детские травмы лечить оказывается достаточно легко, и этого не так много, как мы думаем, потому что на самом деле, я сейчас, может быть, скажу для вас какую-то новость, кармы как таковой не существует. Карма – это глюк в программе. Это захват, когда была травма, без разницы, она была 3000 лет назад, она была в прошлом году, она была где-то в родовой системе, происходит расщепление. Во время травмы как будто капсулируется, как будто остается в том пространственно-временном континууме вот такая вот капелька, такой вот пузырек из отчасти, мы называем это часть души, это часть сознания, оно как будто попадает в плен там. И так как в квантовом пространстве не существует времени, то я живу здесь и сейчас, и вдруг проживаю чувства, да, я с ними живу, которые были вот там 3000 лет назад. Я испытываю, например, чувства, которые испытывал мой прадед, который сидел там в концлагере и чувствовал эту безысходность. Я чувствую подавленность того внутреннего ребенка, который там был в детстве. Все это продолжает жить во мне сейчас, потому что это все сейчас, знаете, как вот на меня на орбите. Оно и есть техники, да, и вот как раз я вас пригласила для того, чтобы сообщить об этом, чтобы сказать, что они достаточно простые в упражнении. И завтра я хочу предложить вам, предоставить такую технику как раз для пробы вашей, для того, чтобы вы ее не слушали меня, не слушали все эти рассказы, взяли и по определенному алгоритму прошли. И оказывается, что можно очень быстро все эти вопросы решить, если у вас будет не тема, не желание. Да, желание – это я хочу, но у вас на самом деле нету намерения, нету по-настоящему включенности в то, что вы будете это менять, вы будете развиваться. Но самое важное, чтобы ваш фокус был не что во мне, да, что со мной не так, как мне нужно поступать. Поэтому сегодня так много людей, которые читают книжки, делай вот так, вот так, вот так, скрипты всякие,
всякие дают, и будет тебе счастье. И мы видим, что для кого-то это работает, для кого-то не работает, для кого-то это делает еще хуже, потому что ваш скрипт только внутри вас. Никто на этой планете не приведет вас именно по тому пути, потому что вся навигационная система сидит внутри вас. Если вы задаете вопросы, что со мной не так, да, что я делаю не так, если вы задаете вопросы, что мне это показывает, вы все время будете отгребать это прошлое. И знаете, что самое для меня сегодня страшное? Я вижу, что когда система относительно чистая, есть тот уровень, где мы уже не личности, а где мы. Ну, например, мы принадлежим к славянам, мы принадлежим к роду человеческого. Есть те уровни, которые рассматривают нас как единый организм. И если здесь чистенько, то вам могут подкидывать из этого рода бесконечно, и вы будете бесконечно этот род очищать. Вы можете из этого коллективного бессознательного чего-то подключать, потому что свято место пусто не бывает. Мы приведем аналогию того же поля. Помните, знаете, если вы там сорнячок вырвали, пройдет время, новые пойдут семена. Пройдет время, новые пойдут семена, новые, и вы будете вечно этот сорняк вырывать, потому что нужно не вырывать, нужно засевать, да, сначала нужно прополоть, это правда. И техника, которую я вам предложу, обязательно будет на прополку в первую очередь. А шаг номер 2 будет по засеву, да, по засеву того нового, куда вы стремитесь, того нового состояния, того нового будущего, которое вы хотите. Потому что так как пустот не бывает, бесконечная чистка, бесконечный клининг только дает то, что это будет постоянно проходить, да, это будет постоянно выходить из глубины. Будь это чистка на лице, которую женщины делают там очень часто, да, будь это почва, будь это любой другой такой пример. Вот. И когда это стало понятно мне, когда стало понятно, что техника достаточно простая, которую я вам хочу предложить, у меня возник вообще вопрос, почему так мало дают психологи и психотерапевты техник для исцеления. Вы сегодня много увидите, как щедро делятся коучи многим, правда? Сегодня мы видим, как тренера личностного роста много чем делятся. Сегодня мы видим какие-то технички у психологов такие, ну они лайтовые, знаете, там выписать что-то, прописать, но есть реально крутые инструменты, которые вы можете получить. И, наверное, ответом на этот вопрос для меня был случай, когда я увидела, я его очень часто вспоминаю, этот пример привожу. Наша дочь с мужем, когда была маленькая, она путала буквы Л и В, потом там еще какие-то буквы, я уже не помню, и она не выговаривала букву Р. И мы повели ее к очень хорошему логопеду, и около 2 месяцев логопед с ней занимался, и мы видели, что уже Л и В она говорит правильно, потом другие буквы ей хорошо поставили, а букву Р она продолжала говорить плохо. И ко мне пришла моя коллега, которая в прошлом была логопедом, она услышала, что дочка бегает и букву Р не говорит, и говорит мне: Ир, дай мне чайную ложку. Я даю ей чайную ложку, она подзывает мою дочку и говорит, вставит ей под язык ложку, ну, ручкой, сама держит ее за вот эту круглую штучку, и говорит: скажи р. Ну, естественно, ребенок говорит р, да, лы, потому что у нее р не получается, и она берет ложкой и вот делает вот так, и язык, да, начинает скакать, она вытаскивает ложку, и мой ребенок говорит р, и начинает бегать и рычать, да, и вдруг у нас появилась и рыба, и ракушка, и все. И я смотрю на нее, да, и говорю: так, Свет, в чем вопрос? Ты гениальная, и наш логопед не очень хорош, потому что мы вводим, на наш взгляд, к очень хорошему логопеду. Или в чем дело? Она говорит: мы же без хлеба все останемся, если мы завтра будем раздавать, если мы за один сеанс будем вас вылечивать. Я говорю: и ваших детей. Да, я говорю: хорошо, тогда скажи, пожалуйста, почему она так быстро другие буквы поставила? Она говорит: для того, чтобы вы видели результат, для того, чтобы вы были вдохновлены, чтобы вы видели, что результат есть, и чтобы вы приходили. Вот,
Может быть, не так, может быть, там, да, действительно, женщина не знала, там, например, этой техники, или не хочу я сейчас, да, об этом. Я хочу скорее сказать о том, что я сама очень часто сталкиваюсь с тем, что есть крутейшие техники, есть, например, такая техника, как ДПДГ, метод Шапира, которая прорабатывает абсолютно любую травматичную ситуацию, которая в вашей жизни оставила какое-то воспоминание. И эту технику мы можем делать сами, да, без всякого специалиста. И есть много техник крутых, хороших, да, и я, например, с вами сейчас хочу поделиться той, которая как моя авторская методика, моя авторская техника, я знаю ее результаты, я сама ее использую, я за нее беру деньги, достаточно большие деньги, и потому что моя консультация стоит $700, и у меня очередь на несколько месяцев вперед, и я знаю, как работает этот инструмент. Да, это не то, что я делаю в своих консультациях, но это то, что может вам помочь решить очень много вопросов, очень много тем самостоятельных. И вот захотелось просто сделать вот такой курс самопомощи, да, дать инструментов несколько, которые человек может использовать сам, которые он может использовать самостоятельно, для того, чтобы вас пригласить к тому, что дело рук утопающих, самих утопающих. У вас не хватит никаких денег, никакого временного промежутка ходить по той всей массе специалистов, я уже повторялась, да, и психологи, и остеопаты, и кто вы только хотите. Хорошие специалисты стоят дорого, у хороших специалистов будет запись, вы такого специалиста можете не найти, и этот специалист, как правило, работает адресно, работает точечно в каком-то сегменте. В то время, как я сказала, проблема, она вот в этом узле, который содержит все эти точки, все эти поинты. Вот, и первый вебинар наш как раз для того, чтобы вот я рассказала вам про саму вот эту тематику, про то, что я хочу вам предложить, я назвала это кайтен-сессии. Слово кайтен, это слово взято у айкидо, оно обозначает раскрытие и поворот, то есть разворот на 180 градусов. И этот иероглиф обозначает вообще меняющий судьбу. И мне очень понравилась сама вот эта смысловая нагрузка, потому что восточное единоборство я очень люблю, я считаю, что это древнейшие техники, в которых сокрыт сакральный смысл вообще, как ци течет, как жизнь течет, это не для борьбы, это для самой жизни. Вот. Ну и сам иероглиф, который говорит, что меняющий судьбу, дыхание, это как раз про то, что я вижу, что в этой технике делается. Техника очень простая. Завтра на вебинаре мы буквально сделаем практическую часть. Вам всего-навсего для этого нужно будет 3 листочка А4. Не найдете листочки А4, просто вырвите из любой тетрадки или любых канцелярских 3 белых листочка и ваш запрос. А запрос, как я уже сказала, должен быть сформирован про не тема какая-то. И я видела, как вы щедро писали, что это и деньги, это и карьера, это и семья. Нет, это скорее ваш запрос на жизнь, запрос на то, чтобы поменять какие-то сферы своей жизнедеятельности. Нам нужен узкий запрос и узкий контекст, потому что запрос должен быть точечный. Что такое запрос? Давайте еще раз. Мы все сегодня пользуемся интернетом, и вот туда, в поисковую строку, в Google или в Яндекс, мы с вами тоже вносим запрос, верно? И вы знаете, от того, как вы внесете этот запрос, будет зависеть, насколько нужная информация вам придет, насколько качественная информация вам придет. Потому что если вы внесете что-то размытое, вам, вероятнее всего, придет много информации, но она не будет для вас полезной. А теперь представьте, что наша матричная реальность и есть этот интернет-сеть. И вы вносите туда этот запрос. И он не должен звучать «как для меня лучше». Представьте, стоит интернет, да, он не знает, что ты хочешь, как для тебя лучше. Вы не вносите в поисковую строку, что вам нужен ресторан, который мне понравится.
Или вы не вносите, мне нужно платье, в котором мне будет удобно, верно? Вы даете запросы, вот постарайтесь сформировать свой запрос адресно, да, у вас есть тема, например, это партнерские отношения, в этих партнерских отношениях, да, есть сам запрос, ко мне приходят не те мужчины, да, или у меня партнер, который там меня унижает, или я не чувствую себя счастливой в отношениях, или я там как-то поступаю, то есть вот это заявленная сама проблема, она заявляется, а потом следующее, что я в этом хочу, да, и, конечно, это, например, про то, что нужно увидеть, но у нас завтра с вами скорее будет такое познавание, да, я хочу, чтобы это изменилось, мы возьмем так с вами такой немножко общий запрос, потому что шаг номер 2 уже скорее по тому, какую задачку решает моя душа, это немножечко будет другой инструмент, мы с вами скорее посмотрим на то, да, я хочу, чтобы это очистилось, я хочу, чтобы это трансформировалось, я хочу, чтобы в мою жизнь стали приходить те мужчины, я хочу почувствовать себя счастливой в этих отношениях, я хочу гармонизировать эти отношения, да, или я хочу, чтобы денег стало приходить больше, но больше тогда, опять же, сколько, или у меня накапливая, я не могу привлечь, когда деньги приходят, я их сразу теряю, я не могу накопить, да, я хочу, чтобы изменилась программа, я хочу, чтобы я могла или мог накапливать деньги, но при этом я готов, да, смотреть, очищать, и то, что необходимо, должно прорабатываться, интегрироваться. Вот мне нужно, чтобы до завтра у вас был такой запрос, чтобы мы завтра с вами непосредственно занялись нашей практической частью. Не жадничайте, потому что одна и та же программа работает во всех сферах жизнедеятельности. Так, например, нашему уму непонятно, как моя агрессия, как мужчина, который меня бросил, как кран, который на моей кухне уже 5-й раз ломается, как собака, у которой дерматит, как ребенок, который сейчас плохо спит, как банк, который не дает мне кредит, связаны, как вот эти все как связаны, то есть мой ум этого не видит, в то время, когда с точки зрения самой структуры программы это все один и тот же фрактал, который проявляется через различную проблематику в различных сферах жизнедеятельности, и убрав этот ключевой заряд, убрав в матрице, да, вот этот вот сегмент, вы уберете, эти лампочки выключатся очень во многих вещах. И завтра мы, когда будем делать практическую часть, я вас научу, на что стоит обращать внимание, и на что потом, когда будут изменения, на что следует обращать также внимание. Это не только на эту сферу жизнедеятельности, а на то, что будет проявляться. Вот, поэтому постарайтесь, пожалуйста, сформировать вот этот запрос на изменения, да, не желание в чистом виде, а намерение, что я готов с этим работать, я хочу это изменить, вот так и вот так, готов работать, смотреть, очищать и прорабатывать. Вот. И это, наверное, такое основное, что я хотела вам рассказать теоретически, чтобы мы с вами как бы согласовали наши действия. Я сейчас с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И задайте их, пожалуйста, чтобы мы с вами где-то на одном языке разговаривали. Может быть, ваши вопросы сейчас немножко расширят, углубят то, что я вам уже рассказала. Первый вопрос звучит следующим образом. Ирина, приведите пример с долгами денежными. Если можно в запрос включать «для чего» и еще «хочу». Смотрите, в данный момент долги – это проблема, да? Это тема деньги, проблема в этой теме – долги. Теперь, потому что вы написали, мне непонятно, у вас одалживают или вы все время одалживаете, да, я живу с долгами, это моя проблема, я понимаю, что вероятнее всего это все-таки вы в долгах. Тогда мне нужно, чтобы вы очень четко для себя там просканировали. Я одалживаю у родных, у чужих. Это банки, да, это какие-то, то есть вы станьте не пациентом, станьте клиентом. Кто такой пациент? Пациент – это человек, который говорит: доктор, у меня проблема, я хочу, чтобы ее не было.
Клиент говорит: доктор, у меня проблема началась тогда-то, проявляется тогда-то, тогда-то, в таких-то случаях она ведет себя вот так. Я хочу с этим поработать, я хочу это проработать, я готов меняться, я готов двигаться, я хочу понять все послания для того, чтобы выйти там, ну, и для чего, чтобы, да, если мы, например, возьмем конкретно, там, не знаю, дерматит, то это не чтоб его не было, а что он мне показывает, на что я должен посмотреть, что должно быть проработано для того, чтобы у меня была чистая кожа, чтобы я мог ходить в бассейн и не стесняться, не показывать людям, да, что это не заразно, а что это, да, ходить с чистой кожей. Или там у меня желудок болит, да, и не хочу, чтобы он болел, а хочу проработать, посмотреть для того, чтобы кушать арбузы, которые я очень люблю и которые сейчас не могу кушать. То есть максимально исследуйте там, что за этими долгами стоит. Вдруг может оказаться, что вы все одалживаете там у женщин блондинок, понимаете? Вдруг может оказаться, что вы одалживаете, и после этого что-то случается, например, эти деньги куда-то не уходят. Или люди, у которых вы одалживаете, после этого вы с ними там как-то не так расходитесь. То есть я не могу сейчас вместо вас сформировать запрос, потому что мне нужно задать 25 вопросов вам, после которых будет четко звучать ваш запрос. А запрос — это и есть поручение на работу. То есть вам нужно насколько четко рассмотреть саму проблему, увидеть все ее закономерности, чтобы сформировать. А потом, да, я хочу проработать эту программу, да, я хочу проработать эту тему для того, чтобы, ну, в данный момент, я так понимаю, что вы живете на те средства, которые у вас есть, и в вашу жизнь начинают приходить деньги, которых вам хватает для самого. Ну, в общем, чтобы быть прям вот вам, сформировать ваш запрос, мне нужно было бы, как я сказала, уже задать вам несколько вопросов. Ирина, можете привести пару примеров удачных запросов? Вот я их сейчас как раз и приводила, понимаете? Вот я их как раз сейчас и приводила. У меня есть проблемы в партнерских отношениях, ко мне приходят мужчины, которых я не люблю, а тех, которые я люблю, не отвечают мне взаимностью, да? Хочу встретить того партнера, с кем создам хорошие гармоничные отношения, которого буду любить я, который будет любить меня, готова смотреть, работать, очищать, двигаться, да, то есть в намерении всегда должна содержаться намерение и желание, что я буду с этим работать, вот, и когда мы, например, работаем с проблемой, то мы практически всегда ей говорим, что она мне показывает, что она во мне включает и чему она меня учит. И когда мы задаем вот этот запрос полю, а мы завтра с вами будем работать через поле, то поле само выбирает, что вам нужно. Вам нужно на что-то посмотреть, там надо сейчас какого-то предка упокоить. Вам нужно сейчас пойти в карме за что-то раскаяться, вам нужно в детскую травму какую-то глянуть и забрать оттуда этого ребенка из того континуума времени, который до сих пор сидит там, например, в этом кресле с роторасширителями, ему там аденоиды удаляют. Или вам нужно сейчас посмотреть на послание души, понимаете? Потому что не каждая проблема в чистом виде решает одну или вторую или третью задачку. Поэтому мы, когда составляем запрос, вы говорите о проблемах, изменения, которых вы хотите достичь, и готовность на все эти уровни смотреть. Что мне это показывает, что во мне это включает и чему меня это учит. Что показывает? Я говорю про некое свое прошлое, да, что во мне? Это что-то во мне, возможно, да, сейчас характер не тот, какие-то мысли не те, чего-то я не то делаю, чему меня это учит, где моя зона развития. Как правило, как я сказала, там во всех этих 3 уровнях есть работа, но наша задача с вами попасть в тот ключевой уровень, в ту плотность, где вы, проработав, имеете шансы вот это все проработать. Потому что, как я уже сказала, если вы придете к специалисту, который работает с прошлым, вы проблему скажете, он вас поведет в прошлое. Если вы к психологу придете, он будет работать с сегодняшним. Если вы работаете, да, там, с коучем, который, вы говорите, я хочу завершить, я хочу по-другому, он будет вас вести в это будущее. А вам, например, нужно сейчас идти и что-то там разгружать в вашей родовой системе. И вы с места не сдвинетесь,
останетесь, потому что этот локомотив просто будет держать. Поэтому, чтобы мы двигались не из ума, чтобы мы двигались по алгоритму вашему, который вам ваша же душа подскажет, то есть мы просим у души сопровождение, на что мне нужно посмотреть, на что сейчас нужно проработать, да, не просто просмотреть, а проработать, а мы будем с вами и смотреть, и прорабатывать это одномоментно, вот. Как правильно сформировать запрос по здоровью? Ну, я уже, мне кажется, тоже ответила на этот вопрос. По здоровью это есть, возьмите какую-то одну тематику или хотя бы одну систему, не берите весь букет целиком, потому что, вероятнее всего, хотя, ну, техника и так сработает, но лучше, если вы возьмете что-то, что самое первое было, может быть, это уже давно вырезали, не то, что актуально прямо сейчас, а то, с чего все началось, что-то очень важное, что-то очень, скажем так, такое, да, и посмотрите, например, да, например, там, пусть это будет какой-то там холецистит, и у вашего желчного пузыря для вас обязательно есть какое-то послание, и вы готовы смотреть на это послание, и это послание вам что-то показывает, да, в родовой системе, вам что-то показывает в вашей личной истории, оно вас чему-то учит, там наверняка, да, есть какие-то зоны для развития, поэтому вы скорее говорите про то, что я хочу иметь, у меня панкреатит, я хочу иметь здоровый желчный пузырь, для того, чтобы кушать жирненькое, я его очень люблю, готов смотреть, работать, двигаться, прорабатывать и решать задачу души, да, без вот этой проблематики, без вот этой подсказки, потому что, может быть, именно благодаря своим болезням вы сейчас развиваетесь, ходите в церковь, отмаливаете, может быть, вам надо зону развития, вы сейчас благодаря этому отмаливаете родовую систему. А вы увидели, что в церкви, например, да, сейчас, когда вы стали молиться, то вы получаете какие-то там ресурсы для здоровья. То есть, вы понимаете, болезнь ребенка может служить тому, что сейчас заблокированное что-то в карме, сейчас что-то, и вы начинаете искать, почему болеет ребенок, врачи ничего не говорят, вы идете к каким-то ясновидящим, ясновидящие чего-то говорят, и вы там чего-то убираете. Чему сейчас служит вообще болезнь вашего ребенка? В чем вторичная выгода? Да в том, что вы сейчас начали делать то, чего не делаете, понимаете? И это не обязательно прям формировать в себе какое-то качество. Вот это важно понимать, что есть проблема, я хочу, чтобы ее не было, но сразу что, чтобы было взамен, потому что не было ни решения, что будет взамен, и готов смотреть, куда меня душа поведет, на что я должен посмотреть, с чем я должен проработать для того, чтобы было то, что я хочу. Так, следующий вопрос, и смотрю, большой такой сейчас у меня этот... Ирина, можно ли будет эти инструменты использовать потом самостоятельно? Сейчас... Можно ли будет использовать самостоятельно, чтобы проработать другие запросы в других сферах жизни? Абсолютно верно. Я даю инструмент, который вы можете использовать для себя, для своих родных. Если вы специалист какой-то помогающей профессии, вы прям завтра его можете интегрировать в свою работу. Если вы хотите посмотреть это только для себя с любой другой темой, то мы для этого здесь. Я и сказала, что мое желание вот в этой самопомощи, и в том, чтобы люди были счастливыми. И у меня здесь абсолютно эгоистические свои желания, потому что я хочу жить в здоровом обществе. Я хочу, чтобы мои дети, а у меня сегодня сыну 26 лет, он женился, и я жду внуков, и я хочу, чтобы мои внуки, я хочу, чтобы мои правнуки жили в нормальной стране, жили среди улыбающихся людей. Я хочу, чтобы то, что помогает, то, что работало, было в доступе у тех, кто не просто манифестирует «я хочу», а у кого, кроме желания, есть еще и намерение что-то делать. И я точно знаю, что этот инструмент работает. И я хочу, чтобы те, кто хотят и готовы, взяли его и работали, и делали свои жизни более счастливыми, делали этот мир лучше, и чтобы мы с вами быстрее, наконец-то, перешли в ту мирность, куда сегодня планета переходит, чтобы те процессы, которые сегодня происходят в нашей стране, быстрее произошли, потому что удельный вес все равно через нас, через наше сознание, через наше чувство удовлетворенности, через наше чувство счастья. Так, ну что, я вижу, что еще один вопрос. Давайте, наверное, последний вопрос. А если я не хочу понять себя, хочу ли я ребенка или нет? Как задать вопрос? Так, мне
Мне тут делают, как задать. Я сейчас прошу, девочки, кто мне делает вопросы, слишком большой шрифт, у меня не помещается весь текст. Я начинаю его двигать, у меня все съезжает. Сделайте мне, пожалуйста, меньше текст, чтобы я могла его читать, потому что тут у меня стоит 18. Если я хочу понять себя, хочу ли я ребенка или нет, как задать запрос? Так и задаете вопрос. Что со мной? Вначале, давайте так, у вас нету контакта с тем, что вы не понимаете, чего вы хотите. Вы не понимаете, чего вы хотите, у вас нарушен вот этот вот контакт. Это точно есть какие-то программы, есть какие-то проблемы. Вы идете с тем, на что я в себе должна посмотреть, с чем я должна проработать, для того, чтобы я в своем сердце получила доступ и могла принять четкое осознанное решение, хочу я или не хочу. То есть в данный момент ваша проблема является не то, что вы хотите или не хотите детей, а проблема в том, что вы не можете определить. Понимаете? Вы не можете иметь сейчас у себя доступа, вы не можете иметь контакт со своим «я», чтобы найти ответы внутри себя. Вот это и есть проблема. На что в себе я должна посмотреть, что я должна проработать, что показывает мне моя душа, куда мне нужно посмотреть для того, чтобы я получила внутри себя эти ответы. Так, пошли вопросы. У меня маленькие доходы, очень узкий финансовый поток. Я хочу понять, что мне необходимо проработать, чтобы удовлетворение тех потребностей, которые у меня есть. Так правильно будет, да? Очень правильно. То есть, здесь я хочу понять, что мне проработать. Смотрите, у меня маленький финансовый поток, я хочу увеличить финансовый поток. Готова посмотреть, да, на что мне указывает моя душа, что должно быть проработано, на что нужно сделать. То есть все достаточно просто. Есть проблема, как это будет выглядеть по-другому, не хочу, чтобы проблемы не было, а как это должно выглядеть по-другому. И готова смотреть, что душа показывает, на что смотреть, с чем поработать, для того, чтобы вы завтра были готовы. Хотела бы изменить сферу деятельности. Какой запрос должен быть на определение направления? Сферу деятельности, опять же, да, у меня есть проблема. Я хочу сейчас сменить сферу деятельности. Я не знаю, что там. Вы не знаете, кем вы хотите быть. У вас не хватает смелости. Вы не знаете, с чего начать. Вы не знаете, вы заходите, да, хочу найти тот вид деятельности, который... что там вы хотите, да, что показывает мне моя душа посредством того, что я еще не там, на что посмотреть, что проработать. Ребят, все достаточно просто, если вы понимаете саму суть. Так, у меня есть проблемы в отношениях с мужем и мужчиной вообще. В то же время был запрос мужчины, одновременно влюбленные, любимые, развиваться как личность. Не понимаю, что лучше взять. Не знаю, возьмите что угодно. Вот чего я точно не буду делать, это формировать вместо вас запросы, на что нужно посмотреть, что больше болит, где больше энергии по вашим ощущениям. Посмотрите на два своих «я», и определите, да, какое из них сейчас более заряжено, более светится. Так, как правильно сформировать запрос на улучшение взаимоотношений с близкими, дочь, мама, отчим, нашей семье? На самом деле, мне, конечно, очень хочется трезвости дочери, но это, видимо, история не про меня. Неправда. Ребенок всегда вам что-то зеркалит, и для ребенка тоже можно работать. Вы можете работать, чтобы ребенок был более здоровым, можете работать, чтобы ребенок был более успешным, запросом, что мне показано, на что мне внутри себя нужно посмотреть, да, что мне зеркалит мой ребенок для того, чтобы у ребенка что-то изменилось. Запрос на отношения звучит достаточно простый. У меня сложные отношения с дочерью, да, сложное это не про что конкретно там у вас, да, а там будет контекст, это в каком-то контексте. Я хочу, чтобы наши отношения выглядели вот так. Тогда вы говорите, как они должны выглядеть, на что мне указывает моя душа, что я должен посмотреть, что я должен проработать. Так. Ну все, так, Ира, а я пойму подсказки, как это почувствовать? Не знаю, о чем вы меня спрашиваете, уже про завтра или про сегодня, не пойму. Как я пойму, что ваши инструменты работают? По изменениям и по тем ощущениям, которые вы получите.
Как вы поймете, есть проблема, заявляется проблема, вы ее прорабатываете, проблема ушла, значит работает. Не работает, я герой не вашего романа, вы мой инструмент используете не так, у вас нет доверия, у вас есть вторичная выгода, чтобы оставить эту проблему, оставить все как есть, уж не знаю, про что это. Так, не чувствую себя настоящей мамой, хочу справиться с потоком той энергии, как перенаправить энергию сына. Да, здесь два запроса, что-то происходит с сыном и что-то происходит с вами в контексте данной темы. Определите, где фокус. Что происходит с ребенком, на что вам нужно посмотреть, чтобы у него там что-то выровнялось, да, что со мной как с мамой, которая не может это выдерживать, это два немножко запроса, поэтому определите, если это взаимосвязано, то вероятнее всего, проработав с одним, что-то поменяется и с другим. Так, мама уже ушла из жизни, но были непростые отношения. Точно так же и ставите. Вы чувствуете, что в вашем сердце все еще нету этого равновесия, все еще нету, хотя человек ушел, вот этой гармонии, и эти отношения что-то вам показывали, и вы хотите отпустить обиды, вы хотите, чтобы память про вашу маму была для вас более светлая, да, на что вы должны сейчас посмотреть, что вы должны проработать, чтобы это изменить. Так, ну все. Да, правильно, тут я сейчас считаю, на что показывает про маленький финансовый поток, не получается накапливать деньги, хочу стабильный ежемесячный поток, готова смотреть, что показывает мне моя душа при помощи этой ситуации и с чем нужно справиться. Все верно, молодцы. Так. Как правильно заказать желаемую сумму на месяц? Ребят, мы сейчас немножко не про это. У меня техник, ну, наверное, сотни. Да, и я сейчас скорее хочу вам предоставить ту одну из моих самых действенных, которая будет работать на всех 3 уровнях, а вы мне сейчас задаете вопрос скорее как для коуча. Если бы я спросила, как вам правильно заказывать желаемую сумму на месяц, то я бы скорее сказала бы, что давайте используйте это как запрос. Я не могу планировать свои денежные суммы, да, хочу научиться планировать правильно, да, объективно, субъективно, адекватно, на что мне нужно в себе посмотреть, какую тему, где нужно проработать, для того, чтобы у меня внутри это знание было. Так. Если сыну 29 лет, это продолжает быть зеркалом, абсолютно верно. У наших детях есть когда у них тоже есть опыт нашей родовой системы, в этом опыте родовой системы мы связаны со всем же этим. И поэтому они нам зеркалят нас же. И если вы говорите, да, у сына что-то происходит, и он мне что-то показывает, на что в себе я должна посмотреть, с чем я должна поработать, для того, чтобы это было проработано, и у сына изменилась ситуация. Тогда вы не работаете с сыном, вы работаете с собой, но у сына могут быть хорошие позитивные изменения, потому что он сейчас тащит какой-то груз, может быть, ваших обид личных, может быть, какой-то родовой системы, может быть, общей кармы, не знаю, вам поле покажет, завтрашний инструмент вам покажет. Хорошо, ну что, будем тогда заканчивать. Я думаю, что мы этот час провели очень плодотворно. Наша задача была, чтобы вы осознали, что есть инструмент, который работает одномоментно на 3 уровнях, что он вам под силу, что завтра под моим руководством вы можете провести его на этот уровень, для того, чтобы мы сейчас сделали с вами очень-очень небольшую такую практическую часть, да. Я сейчас вам предложу сделать небольшое упражнение, хорошо? Для этого вам нужно сесть поудобнее. Если у вас там есть какие-то родные и близкие, попросите их 15 минут вас не беспокоить. Так, хорошо? Вам нужно будет просто сейчас посидеть тихо. Закройте глаза и внутри себя соединитесь со своей проблемой. Вам не нужно сейчас озвучивать запрос, вам просто нужно сейчас соединиться с тем вашим «я», которое в контексте вашей проблемы. И вы знаете, как вы там себя в этом «я» чувствуете, вы знаете, как вы себя ощущаете. Теперь там, за закрытыми глазами, там, где вы сейчас сидите, посмотрите на свои ноги.
Чьи ноги вы видите? Мужские, женские. Может быть, вы вообще не видите ног, видите там какую-то энергию. Может быть, это вообще не человеческие ноги. Может быть, это какие-то ноги вообще из средневековья или в каких-то тапках, лаптях. Ничего не придумывайте, смотрите на то, что есть. Хорошо. Теперь там, за закрытыми глазами, посмотрите на свои руки. Чьи руки вы видите? И может оказаться, что это руки еще какого-то тела. Это могут быть, если вы видели мужские ноги, могут быть мужские руки, могут быть вообще руки ребенка или женщины пожилой, или какие-то другие, может быть, даже не совсем человеческого существа. Мы ничего не представляем. Вы можете видеть там свои руки, может быть, даже прям сегодняшние, не знаю. Или свои, но вы видите по одежде, что эта одежда не та, в которой вы сегодня находитесь, а это одежда, там, не знаю, летняя или из какого-то гардероба, которого у вас уже нету. Хорошо? А теперь представьте, что вы из этого тела выходите. Вы можете как бы вылететь через макушку, вы можете выйти фантомом энергетически. И посмотрите на то, что вы видите. Если у вас визуальный контакт, вы можете там увидеть, да, человека или что-то сборное. Если у вас вы не видите, но у вас канал яснознания, у вас обязательно должен быть какой-то канал, тогда вы можете не видеть, вы просто знаете, да, что там какая-то груда чего-то, или что там сидит грустный человек, или что там что-то еще. Вы не видите, но вы знаете. Если вы кинестетик, то вы скорее просто ощутите, что вы сейчас чувствуете, когда вы вышли из того, в чем вы были, когда вы это чувствовали. Да, если вы, например, смотрели за закрытыми глазами на руки, на ноги, то ваше тело что-то чувствовало, что оно чувствует сейчас. И сейчас, когда вы на это смотрите, когда вы с этим контактируете, и вы можете просто манифестировать, мы не будем сейчас работать, да, это я просто хотела вам показать вот эти конструкты, как они выглядят. Вы можете просто сказать: я прошу потоки энергии на очищение моего поля и на очищение моего тела. Чужеродные энергии, возвращайтесь к истокам. Мои энергии, возвращайтесь ко мне. И вы можете просто немножко подышать с тонким предположением, что то, что из этой программы, да, то, что из вот этого скафандра, из которого вы вышли, ваше, пусть этой ночью потихоньку возвращается к вам. То, что не ваше, то, что принадлежит к родовой системе, или, может быть, да, к тем, кому принадлежали ваши предки, пусть возвращаются в саму программу, пусть они возвращаются к источникам. Может быть, здесь чужие мыслеформы, кто-то вас одел в эти скафандры, рассказал вам что-то про вас, и вы поверили. То есть вы просто знаете, что сейчас на дыхании, можете прямо из этого конструкта подышать и увидеть потихоньку, как он разваливается, увидеть, как он или растворяется, или с ним что-то происходит, может быть, он удаляется, еще что-то. Сейчас мы просто... Это просто даже была не техника, это была просто диссоциация, отделение от этой программы и запуск чего-то, что сейчас запустит программу по очищению, по отсоединению. Угу. Вы делаете тонкое предположение, что процесс будет продолжаться, он будет продолжаться во сне, он будет продолжаться в гармоничном для вас режиме. Угу. И сейчас, когда вы там сидите, там за закрытыми глазами, вы снова можете посмотреть на свои ноги. И велика вероятность, что сейчас вы увидите свои ноги. Хорошо. Все, оставляем процесс, пусть работает. На выдохе открываете глазки, возвращаетесь сюда. Угу. Так, я бы хотела, чтобы сейчас
вы сюда написали плюсик, просто те, кто увидел не свои ноги или не свои руки. Сделайте, пожалуйста. Так, жду. Так. Не вижу обратной связи. Хорошо, тогда напишите единичку, кто видел свои ноги и свои руки. Так, ребят, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Так, то ли я в какое-то не то окошко смотрю. Так, не вижу. Я просто смотрю из двух, я на ноутбуке смотрю на вопросы, отвечаю, а здесь на iPad у меня камера, может быть, я не вижу. Ага, все вижу, простите, вы мне отвечаете, я не вижу. Угу. Вижу, вы мне отвечаете. Смотрите, какая идет расшифровка. Если не свое, вы видели, да? Очень часто у нас это или род, или карма. Я не буду уже сейчас вам расшифровывать все это. Ноги лягушки, руки медведя, да, не волнуйтесь, это часто очень метафорично нам бессознательно наше показывает, потому что если там не одна какая-то личность, не одна какая-то судьба, а многое, то тогда вам будут показывать через вот эти формы, там и инопланетян вам могут показывать, хотя инопланетян это про другое, животное скорее, когда про другое. Да, вот видите, многие пишут, что метафорой, это значит, что программа сложная, что там не какая-то одна судьба вашей бабушки или какого-то деда, что достаточно большое количество какого-то опыта сейчас сформировано и вам бессознательно уже показывает через какую-то целую метафору. Если вы видели свои руки, свои ноги, значит что-то в вас, что-то в вашей жизни, в вашей текущей жизни произошло, что сегодня, понимаете, такие подсказки. Это подсказки. Если вы видели себя, значит решение в вас. Значит, нужно работать, и вероятнее всего завтра вы что-то можете больше увидеть в опыте текущей жизни. Если это были не вы, и руки, и ноги не вы, то это значит и карма, и род. Если и руки, и ноги принадлежали к чему-то одному, то это какой-то один слой. И в контексте вашей заявленной темы, вероятнее всего, нужно будет смотреть туда. Это была такая небольшая диагностика, где вы можете сами посмотреть на то, что же там происходит. Да, написать так, даже инопланетянин был, ну, возможно, инкарнации, потому что в инкарнации у нас есть с вами опыт воплощения на других планетах, и вот так мы можем вообще открыть, увидеть свои тела прошлое. Так, если руки дочери, да, возможно, это ваш же ребенок внутренний, и ваше бессознательное показало, что когда вы были в возрасте вашей дочери, где-то там сейчас есть, и может быть ваша девочка сегодня в своей актуальной жизни что-то показывает. Я видела стволы деревьев, да, возможно, если есть магия, и если мы использовали какие-то инструменты из природы, то есть все внутри нас, ребята, все внутри нас, и сейчас я вам скорее просто показала вот этот скафандр, вот этот конструкт, и наверняка после того, когда вы из него вышли и вы из него выделились, то вдруг оказалось, что это стало как-то трансформироваться, потому что пока вы в нем, вы его обслуживаете в полном смысле слова. Когда вы выходите оттуда, вы перестаете его обслуживать и уже сразу запускаете трансформационные процессы. Да, и руки, и ноги, одежда старая. По одежде мы можем судить, из какого это века. Все-таки там, где наши предки, это лет 100. Вы все равно увидите больше-меньше современную одежду. Если одежда старая, вероятнее всего, это какая-то ваша инкарнация. Вероятнее всего, это там. И вот такой достаточно легкий способ, согласитесь. Представьте, если я вам сейчас дам этот инструмент развернутый, хороший, крутой, что вы можете с этим сделать?
Вам не нужны будут специалисты, вы можете быстро, здесь и сейчас, через любую тему, которая вас включила, закрыл глаза, посмотрел, что за программа сейчас, достал и трансформировал ее. Вот такими техниками я хочу с вами поделиться, быстрыми, короткими, действенными, и которые очень хорошо и очень круто работают. Потому что отчасти потом это сразу вход, во что мы можем посмотреть, куда мы потом могли пойти дальше, и с чем нам нужно поработать. Хорошо. Так. Ну что, все, давайте тогда прощаться, потому что уже вечер, да, рабочий день окончен, наш вебинар тоже окончен, вам огромное... давайте еще, подождите, вот все-таки я хочу... И поставьте сейчас, пожалуйста, плюсик, кто вышел и после этого посмотрел на свои ноги и увидел свои ноги. Потому что я сейчас хочу тогда кое-что объяснить, кто второй раз посмотрел на свои ноги и не видел ноги. Поставьте плюсик, если вы увидели. Угу. Пишут здесь скорее, да, по ответ этому вопросу. Все, пошли плюсики. Вот, это значит, что вы сняли программу целиком. Если вы посмотрели и снова там кого-то увидели, значит, нужно эту перчатку еще раз снимать. Все, и вот как нам с этим скафандром работать, что с этим делать, да, и завтра я вам дам уже, скажем так, более действенную технику, а это был такой небольшой тест-драйв про то, как вы можете помогать себе сами, несмотря на разные запросы, на разные контексты, разные сферы вашей жизнедеятельности. Все, спасибо вам огромное, будьте счастливы, будьте здоровы и до завтрашней встречи. В записи у нас все остается, поэтому можете еще пересмотреть, кто там захочет еще пересмотреть. А завтра точно так же все, что я буду давать в онлайн, будет работать в записи. Я выставляю рабочую зону, она будет работать и для записи, поэтому не волнуйтесь, если вы опоздаете немножко или вы не сможете посмотреть, все будет в порядке. Все, всего хорошего и до завтра.